В конце марта в пожарную часть МЧС Московской области поступил звонок о возгорании по улице Трудпоселок, город Красноармейска. Прибывший на место происшествия пожарно-спасательный отряд незамедлительно приступил к ликвидации пожара на втором этаже. Все пострадавшие в состоянии шока находились на улице. Их жизням ничего не угрожало, чего не скажешь об их спасительнице. Местные жители говорят, что в здании бывшей казармы в одной из комнат, где случился пожар, проживали люди, которые злоупотребляли спиртными напитками и официально нигде не работали. По соседству с ними в коридоре второго этажа уже более 5 лет ютилась дворняжка, которую местные прозвали Марфой и частенько подкармливали. В тот вечер природное чутье Марфы спасло человеческие жизни. Учуяв запах гари и дыма в коридоре, она не бросилась на утек, а начала громко лаять, быстро бегая по всему дому. Но спящие постояльцы ее не слышали. Тогда собака лапами толкнула дверь в комнату, подбежала к спящим и снова громко залаяла, все же разбудив удивленных людей. По словам пострадавших, осознав, что находятся в эпицентре пожара, они начали паниковать. Но громкий лай и знакомое поскуливание собаки, соседки вернуло им чувство реальности, и они в полном задымлении пошли на звук собачьего лая, который привел их к спасительному выходу. Выведя несколько человек, Марфа не мешкая бросилась назад в полыхающее здание, поскольку собачье чутье подсказывало ей, что спасены не все, и в огне остались еще люди, нуждающиеся в ее помощи. Закончив операцию по спасению и убедившись в безопасности людей, дворняга бесследно исчезла. История о героическом поступке Марфы разнеслась по ближайшей округе в тот же день. Одна небезразличная местная жительница пошла на поиски спасительницы. Женщина нашла ее, обессилевшую, на пепелище с глубокими ожогами спины и конечностей. Бедняга практически не могла передвигаться из-за сильной боли. Морфушу срочно доставили к ветеринару, где ей оказали экстренную противожоговую помощь. Но так как повреждения оказались достаточно глубокими, впереди у беспородной героини долгий курс реабилитации и медицинского ухода. С Марфой сейчас все в порядке. Она почти восстановилась, но шрамы на спине и лапах еще не заросли. Желающих забрать собаку было очень много. Звонили в приют со всей России с просьбой отдать собаку. Но решили отдать семейной паре из Подмосковья. Они живут недалеко от питомника, в частном доме. Собака будет жить не на улице, а именно в доме. Руководитель приюта Людмила Пономаренко сказала, что так будет легче наблюдать за судьбой собаки. На следующей неделе Марфу планируют отдать в новую семью. Дорогие зрители, если вам понравилась данная история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.